Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Пресс-служба комитета сообщает о трагическом событии, которое произошло между известным певцом Филиппом Киркоровым и его сыном Мартином. Все началось с того, что несколько недель назад у Филиппа Бедросовича Киркорова возник серьезный конфликт с преподавателем физкультуры Московской элитной гимназии Степаном Фонаревым. В этой гимназии обучается его сын Мартин. Мартин пожаловался своему отцу на преподавателя физкультуры, который, по мнению молодого человека, был слишком строг и требовал постоянной дисциплины. Филипп Бедросович решил заступиться за своего сына и пришел в школу для беседы с преподавателем физкультуры. Однако преподаватель физкультуры, бывший участник СВО Степан Фонарев, ныне, к сожалению, покойный в связи с последующими трагическими обстоятельствами, хорошенько проучил Филиппа Киркорова. Он выгнал известного артиста из спортзала, не стал слушать его разговоры. Это событие сильно подорвало авторитет известного певца в глазах его сына Мартина и его одноклассников. По данным прессы, после события, связанного с преподавателем физкультуры, отношения у Филиппа Киркорова и Мартина стали очень напряженные. Авторитет Филиппа Бедросовича сильно упал в глазах его сына Мартина. Филипп Бедросович очень переживал из-за испорченных отношений со своим сыном и решил сделать Мартину дорогой подарок, чтобы вновь завоевать уважение и любовь сына. В преддверии наступающего Нового года Филипп Бедросович подарил Мартину шикарный набор дорогих подарков. Это набор игровых приставок Sony PlayStation Pro и Xbox S серии, дорогой иностранный автомобиль модели Pagani Zonda стоимостью более 100 миллионов рублей и, наконец, главный подарок – однокомнатную квартиру в Москве на Лубянке стоимостью более 17 миллионов рублей. Филипп Бедросович, наверное, решил, что подобные дорогие подарки смогут изменить Мартина в лучшую сторону и вернут ему уважение и любовь к своему отцу. Однако вышло вовсе наоборот. Сын Филиппа Киркорова, несмотря на юный возраст, общается с парнями гораздо старше него. У сына Филиппа Бедросовича Мартина в друзьях входят известные молодые артисты, участники телепроектов, например, такого проекта, как «Дом-2». Мартин решил похвастать перед своими старшими друзьями, участниками телепроекта «Дом-2», дорогими подарками, которые подарил ему отец, что в итоге и привело к трагическим последствиям. Старшие друзья одурачили своего младшего товарища и воспользовались наивностью Мартина. Узнав про шикарную квартиру и дорогую иномарку, 3 участника телепроекта «Дом-2» воспользовались данными подарками. В квартире на Лубянке они провели дискотеку и испортили дорогой ремонт в новой квартире. Ну а самое главное несчастье произошло с дорогой иномаркой Pagani Zonda. Участники телепроекта «Дом-2» и Мартин решили прокатиться на дорогой иномарке по ночной Москве, совершили дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. Они по случайности сбили пешехода. Когда на следующее утро Филипп Бедросович Киркоров узнал о трагическом событии, он пришел прямо в гараж, где находилась разбитая иномарка, которая не подлежит восстановлению, и друзья Мартина, 3 участника телепроекта «Дом-2» и сам Мартин. Против участников телепроекта «Дом-2» будет возбуждено уголовное дело. К сожалению, Филипп Бедросович Киркоров впервые по отношению к сыну не совладал с эмоциями. Стало известно, что он нанес Мартину сильную черепно-мозговую травму. Травма сильна до такой степени, что на данный момент сын Филиппа Бедросовича Киркорова находится в тяжелом состоянии в институте Склифосовского. Как стало известно, Филипп Бедросович Киркоров уже жалеет о произошедшем поступке и объясняет это тем, что он не смог смириться, что его дорогие подарки были полностью испорчены.
Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотруднике комитета, известном певце Льве Лещенко. Легендарный певец почувствовал себя лучше и в скором времени будет выписан из больницы, где он находился последние 2 недели после нападения, которое произошло на его семью. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.